Привет, друзья, с вами Лада, и я знаю, что прошлое видео о покраске газетных трубочек вам очень понравилось. Снимаю еще одно. Здесь мы будем красить вот такие газетные бумажные трубочки очень интересным способом для пасхальной корзиночки. Видео скоро выйдет на канале, ссылку обязательно я оставлю здесь и в описании под видео. Здесь также для покраски этих газетных трубочек я использую пропитку для дерева Дюфа оттенок белый. Я с ней снимала различные эксперименты, видео можно посмотреть вот здесь. И также главный ингредиент в покраске у меня будет здесь водная морилка и беновое дерево. Да, мои хорошие, обязательно заглядывайте в описании под видео, там я оставляю всю нужную полезную информацию, также пишу пропорции и также оставляю ссылки на то, что такое пропитка и как я обрабатываю трубочки пропиткой Дюфа. Кстати, мне очень часто задают вопрос, чем можно заменить пропитку Дюфа. К сожалению, во многих городах, регионах и странах такую пропитку вообще не продают и даже о ней никогда не слышали. В этом случае не расстраиваемся, пропитку Дюфа можно заменить любой лессирующей пропиткой для дерева на водной основе. К сожалению, производителей я назвать не могу, в каждом регионе страны они разные. Так что нужно обязательно пробовать экспериментировать, и здесь еще нужно экспериментировать с пропорциями, потому как разные пропитки ведут себя по-разному. Здесь у меня 200 трубочек, поэтому для такого количества я беру 2 полных столовых ложки этой пропитки. И вот сюда в эту пропитку я добавляю немного водной морилки и беновое дерево. У меня морилка от фирмы Вершина. Неплохая морилка, единственное, что при продаже я замечаю в некоторых из них осадок, который не очень мне нравится при окрашивании трубочек впоследствии. Но ничего страшного. Здесь я сначала добавляю морилки совсем чуть-чуть, где-то пол чайной ложки. Очень хорошо размешиваю. Здесь можно и кистью размешать это все дело. Вообще все делаю на глаз. Единственное, конечно, для вашего удобства я пропорции пишу в описании, сколько чего я добавляла. Я вижу, что цвет получался очень бледный, поэтому я еще добавила водной морилки и еще добавила. Помните, что мы потом будем добавлять воды, поэтому цвет станет еще бледнее. Это все нужно учитывать. Ну вот такой цвет меня вроде бы устроил. Голубовато-сероватый получается. Я от такого цвета, конечно, балдею. А сейчас мне показалось, что можно добавить еще немного бирюзового колера. Здесь у меня колер от фирмы Гол. Неплохой, кстати, колер, очень нравится. Добавила совсем-совсем чуть-чуть, где-то 1/8 чайной ложки. И все это хорошо перемешиваю. Сначала цвет насыщенный, но потом при том, что мы перемешиваем очень-очень тщательно, цвет немножечко бледноватый становится. Переместила этот раствор в баночку, чтобы было удобнее мешать и добавлять воды. Вот такой цвет получается, очень красивый, на мой взгляд. Добавляю воды совсем по чуть-чуть и размешиваю одновременно. На такое количество трубочек, на 200 штук, я добавляю 100 мл воды. Ну а теперь начинаю купать трубочки. Я взяла кошачий лоток, да, я в нем крашу трубочки, очень, кстати, удобно. Выливаю всю эту получившуюся смесь сюда. К сожалению, камера не передает истинного цвета этого раствора, к сожалению, она как-то его загрязняет немножечко, но впоследствии, когда вы увидите видео о плетении вот этой пасхальной корзиночки, вы увидите настоящий цвет, который получился очень красивый. Купаю трубочки в этом растворе один раз. Этого раствора достаточно, чтобы искупать все 200 трубочек. Остается совсем немножечко этого раствора, где-то 30 мл. Да, как вы видите, я крашу трубочки небольшими порциями, то есть беру по 70-80 штук за раз и крашу. Делаю я это для того, чтобы все трубочки равномерно прокрасились и чтобы они не сильно терлись во время покраски. Ну вот все бумажные трубочки покрашены. Совсем чуть-чуть раствора осталось, как видите. На трубочках есть такие небольшие пузырьки, это ничего страшного, они потом впитаются и их совсем не будет видно. Трубочки я немножечко ставлю вертикально, чтобы с них сошел лишний раствор, и потом кладу горизонтально сушиться. Вот так они у меня разложены сушиться. Некоторые трубочки склеиваются, поэтому я вот сразу же после окраски их немножечко разбираю, вот так помогаю им, чтобы они между собой не склеивались, перебираю их. После того, как они немного подсохнут, я их обязательно обработаю бесцветной пропиткой Дюфа. И в описании я оставляю обязательно ссылку на то, как я это делаю очень-очень подробно. Таким образом, трубочки становятся очень пластичные, и они в плетении просто супер.
К сожалению, камера не показывала настоящего цвета трубочек, как бы я ни старалась, не крутилась вокруг нее, ну никак. И все-таки мне удалось сделать фото трубочек, где виден настоящий реальный цвет, который получился. Как вам нравится? Мне очень нравится такой цвет, получилось неожиданно интересно. Кстати, скажу вам, что не бойтесь экспериментировать с покраской трубочек, добавлять что-то новенькое, пробовать что-то новенькое, потому что иногда получаются очень интересные результаты. Ну вот и все, газетные трубочки покрашены, можно плести пасхальную корзиночку. Видео скоро выйдет на канале, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и понравился процесс окрашивания, и я буду очень рада, если что-то из этого видео вам пригодится. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Ну а мы увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!